Друзья, всем привет! Сегодня отправляемся в увлекательную экскурсию на два острова. Остров Брач и остров Хвар. Обещают, что мы посетим изумительный пляж. Экскурсия будет на кораблике весь день. Ой, тетеньке очень тяжело. Ну какая молодец, в горку и бежит. Горка очень крутая. Ну так, продолжаем. Экскурсия будет весь день. Отправляемся мы в 8:30 утра. И обратно причалим только в 6 часов вечера. Посмотрим, что нас будет ожидать. Но как всегда мы едем с хорошим настроением. Надеемся получить только положительные эмоции. И обо всем вам рассказать. Итак, мы подходим к порту, откуда будем отходить на шикарной пиратской шхуне. Ну, по крайней мере, так нам обещал человек, который продавал нам экскурсию. Вот подходит наш корабль, на котором мы отправимся в увлекательное путешествие. Ну что, следующее включение у нас будет уже с борта корабля. Посмотрим, что у нас будет впереди. Все, грузимся. Ну, капитан у нас, конечно, настоящий морской волк. Ежедневная температура воздуха 36-39 градусов. На солнышке, я думаю, она поднимается под 47, под 48. Из-за такой изнурительной жары почти каждый день небо вот в такой вот небольшой дымке. Как вы сейчас можете видеть, что нету достаточно четкой картинки. Но это нам не мешает и преподносит какую-то свою изюминку в стране под названием Хорватия. Какие большие волны за бортом нашего корабля. Погода сегодня, конечно, преподнесла нам небольшой сюрприз в виде ветра и сильных волн. Но впереди нас ждет еще обед. И, как говорится, за что уплочено, то должно быть проглочено. Мы будем в любом случае кушать, пить и получать удовольствие. Только что нам сказали, что скорее всего посещения острова Хвар у нас не будет. Тот, который вы сейчас видите на горизонте. Из-за того, что погода не очень комфортная и не все хорошо переносят качку на воде, и поэтому решили эту экскурсию немножко сократить. Но сократить ее решили не по времени, а по количеству посещений, которые в нее входили. Итак, дорогие зрители, мы причаливаем в пристани, пройдем через этот городочек и очутимся в конце него на острове Золотой мыс или Золотой Рог. Везде его называют по-разному. Мы сели на морское такси, на маленький кораблик. Стоимость билета на одного человека в одну сторону 20 кун. Кто не знает, куны — это хорватские денежки. Примерно, чтобы вы понимали, на данный момент курс 1 евро — это 7,5 кун. Получается 3 евро, практически 3 евро с человека, 2,50 стоит в одну сторону. Ну, тут есть выбор: либо полчаса идти пешком по жаре, либо за 10 минут доплыть под навесом, в тенечке, осмотреть остров с воды и насладиться. Но, еще раз повторюсь, погода сегодня шепчет, волны достаточно большие, но мы это выдержим
Не зря мы сюда приехали. Данный остров самый большой остров в Адриатическом море, самый высокий. Славится этот остров тем, что здесь добывается белый камень, из которого по всей Европе не только сделаны очень известные постройки. Во Франции это очень известный театр. Белый дом в Вашингтоне тоже построен именно из камня, который был добыт на этом острове и привезен в Соединенные Штаты Америки. Обратите внимание, какие шикарные аквапарки для детей. В том месте, где мы остановились, тоже такое есть, но он поменьше раза в два, но тем не менее, какая развлекуха. Периодически здесь замечаются и взрослые люди, для которых не менее интересно, чем для детей, поплескаться, попрыгать, поладить. Ну а мы в свою очередь причалили и пойдем сейчас на пляж купаться, загорать, получать удовольствие. Пляж галька среднего размера, как и крупный, так и мелко. Народу очень много. На данном острове как есть туристы, проживающие в местных отелях, так и большая часть приезжих, как и мы, чисто на экскурсию на 3-4 часа и потом уплывают назад к себе домой. Побережье — это Сосновый Бор с кучей ресторанчиков, с местами, где делают массаж, с полным комплексом услуг. А мы сейчас дойдем до мыса этого пляжа и, возможно, остановимся на обратной, на другой стороне, потому что с этой стороны порт, кораблики причаливают, а с обратной стороны мы надеемся, что будет тихо и спокойно. Можем его пройти даже через сосенки. Наверное, так мы и сделаем. Мы дошли до самой крайней точки данного пляжа. Посмотрите, какие виды, какая вода, какого цвета с этой точки. А зайдя в сосновую рощу чуть поглубже, вы найдете кучу разных кафешек на любой вкус и цвет. От фастфуда, жареного во фритюре, до нормальных полноценных ресторанов. Зона отдыха, трапезы, обеда. Вот вы видите сейчас крышу шикарного ресторана. Впереди поленница с дровами, заготовленная, вечером начнут готовить. Но мы, к сожалению, этого не дождемся, потому что в 3 часа 20 минут наш кораблик отходит к тому месту, откуда мы начинали наше увлекательное путешествие. Данный пляж стоит того, чтобы его посетить, стоит того, чтобы уделить на него внимание, приехать сюда, насладиться видами моря, солнца, природы. Вы не пожалеете.